Всем привет! Мы продолжаем познавать векторные инструменты рисования в Кокане, и сегодня на очереди примитивы и ластики. Начнем с примитивов. Их всего два. Ellipse Tool и Polygon Tool. Ellipse Tool позволяет вам создавать эллипсы. А если зажмете Ctrl, получится ровный круг. Если нужно, чтобы круг создавался от центра, включите опцию Start from Center. Fixed Dimension позволяет создавать круги или эллипсы с заранее указанным размером по ширине и высоте. Очень удобно, когда нужно быстро набросать много объектов или вас интересуют точные размеры. Перейдем к Polygon Tool. Он позволяет создавать прямоугольники, а также, если выбрать количество сторон, многоугольники и треугольники. В остальном, он имеет те же параметры, что и Ellipse Tool. Обратите внимание, что примитивы отличаются от обычных штрихов. Они всегда замкнуты и имеют некоторые ограничения, к которым мы вернемся в свое время. Чтобы конвертировать их в обычные штрихи, вы можете разорвать их, используя ластик. Да, вот так плавно мы перешли к ластикам. Как вы уже догадались, они нужны для того, чтобы вытирать штрихи. Eraser Tool – это обычный ластик, который стирает штрихи в тех участках, по которым вы рисуете. Round Ends отвечает за то, будут ли края стертых штрихов скруглены или нет. Erase from Ends позволяет вытирать штрихи, начиная с их концов. Очень полезная опция, когда нужно аккуратно стереть нужную линию, не затронув другие. Pressure включает или отключает нажим стилуса. Smart Erase Tool удаляет часть штриха до пересечения с другими штрихами. А Stroke Erase Tool удаляет сразу весь штрих. Дополнительных опций в двух последних инструментах нет. Поздравляю! Теперь мы знаем все векторные инструменты рисования. Помните, мы отложили разбор некоторых общих параметров еще в видео о Pen Tool. В следующем уроке мы к ним вернемся. Нас ждут цветовые регионы, разделительные линии и сегменты. А пока все. Всем пока!